Мейлер представляет. Где мы? Иллинойс. Уже хочу есть. Сначала работа, потом еда. Дай микрофон, пожалуйста. Запишу звук. Штат Иллинойс, конечно же, известен всем детям 90-х и любителям справлять Новый год. Ведь именно здесь Кевин МакКаллистер дал хлебнуть горюшки незадачливым грабителям. А если быть точным, по адресу 671 Линкольн-авеню был устроен локальный геноцид с избиением, тяжкими телесными, пытками, ну и другими видами членовредительства в прямом и переносном смысле. Так как фильм рождественно-новогодний и сделан качественно, плюс в нем снялись замечательные актеры, а Маколей Калкин еще был обаятелен, я оборонял свой дом от двух психопатов-грабителей. Фильм стал мега-хитом и породил продолжение, а также традицию пересмотра каждый год. Дом, по понятным причинам, стал местом паломничества всех проезжающих. Это достало так сильно, что сначала Google Maps перестал выдавать локацию, прикидываясь кривым фотографом, а потом и вовсе хозяева выставили дом на продажу. 1920 года постройки, приобретенный Абендшейнами в 80-х годах в тихом пригороде Чикаго и увековеченный Крисом Коламбусом дом продавался почти за $2,5 миллиона. Не только из-за своей раскрученности, что на самом деле во многом является минусом, ведь вереница фанатов не иссякает ни в жару, ни в холод, но и по причине богатого внутреннего устройства. Столь удачный фильм, который нарубил гору денег и превратил Маколея Калкина в ребенка-звезду, не смог предоставить актеру нормальной карьеры в дальнейшем. В этом сыграл немаловажную роль отец. После огромных сборов и высоких гонораров батя Маколея продолжал ломить цену за лицо сына на экране, сравнимую с богатеньким Ричи. Там Калкиным отстегнули около $8 миллионов. Правда, сборы на тот момент уже были не так радужны. Ричи, например, не окупился. Бонусом к увеличенным запросам добавился конфликт в семье. Уже собранные $35 миллионов за сына родители все никак не могли поделить. Плюс батя заставлял сниматься сына в нескольких фильмах одновременно. В итоге все закончилось разводом, точкой в карьере и превращением Калкина из обаятельного юнца в парня с видом знающего о существовании наркотиков. Ну и где эти наркотики можно достать? А скороносный Джо Пеши после фильма так и остался Джо Пеши. Как вы знаете, быть Джо Пеши значит быть круче Бога. Реально, Джо Пеши смог сделать пару вещей, которые Богу оказались не под силу. Годами я просил Бога сделать что-нибудь с моим шумным соседом и его лающей собакой. Джо Пеши успокоил этого соса с первого же раза. Дэниел Стерон, который на своем лице ощущал внимание настоящего тарантула, внезапно вернулся в образе грабителя Марва прямо в канун 2016 года. Гарри! Найди меня, Гарри, мне страшно! Мальчишка вернулся! Я видел в интернете. Ну а сам дом изменился не особо, строили на совесть. Разве что теперь он кажется менее уютным, ведь мы были не в канун Рождества. И мы были в Чикаго, пригород, в котором находится дом МакКаллистеров. Классический пригород из американских фильмов. А вот сам город Чикаго, некогда криминальная столица Америки, очень сильно отличается от других городов США. И не только своей известной общественной скульптурой Cloud Gate, что расположена в Миллениум Парке, и которая, кстати, весит 110 тонн, и не только своей уникальной и впечатляющей архитектурой, но и тем, что этот город стал местом действия одного из, наверное, первых российских фильмов, снятых за рубежом. И вы, конечно же, в курсе, о каком фильме идет речь. О, а ты тут что делаешь? Брата жду.
Чикаго после съемок «Брата» изменился порядком. Многие здания, что были в кадре, достроились, а город стал выглядеть богаче и чище. Но суровая погода все так же внезапно вносит коррективы в любой день. Солнце, тучи, дождь, ветер. Погода меняется со скоростью моргания. Историю про братьев рассказали достойно, поэтому артефактов брать не стали. Мало ли, вдруг захотят снять «Брат 3», а снимут очередной слов. Здорово, корова. Вот и здесь побывали. Что дальше? Ну, я что-то проголодался, может, пиццу поедим? Кто там? Пицца. Я притащил пиццу. Оставь все на пороге и убирайся к дьяволу. Шек, хорош, открой дверь. Я сосчитаю до 10, если ты не уберешь свою мерзкую, гнусную, трусливую задницу с моего порога, я набью твои кишки пулями. Здесь комары. Если ты прямо сейчас не откроешь, я тебя... Я не слышу тебя. Где мы? Иллинойс. Ох, как же я хочу есть. Разве мы не были в Иллинойсе? Ты тоже видел в США надписи спайсы, миксы, соли? Нет. Да ты что за идиотские вопросы? На уши вот за кадр запиши. Штат Иллинойс, конечно же, известен всем детям 90-х. Вот и здесь побывали. Что дальше? Может, пиццу? Проходи, проходи, все. Где мы? Иллинойс. Я хочу есть. Все повторяется. Давай за пиццей посмотрим новый российский фильм. Говорят, хороший. Твою же мать! Вспомнил, что тебе нужно озвучить за кадр. Нет, озвучу потом. Включи пока радио. Мы прерываем послание президента о начале ядерной мировой войны. Гейб Ньюэлл неожиданно для всех объявил, что Half-Life 3 завтра будет доступен в Стиме бесплатно всем желающим. Заявленное время прохождения игры, внимание, бесконечно. Ведь при создании игры была использована новая технология генерации контента в реальном времени. А также завтра Джессика Альба раздает блоуджобы всем желающим в Иллинойсе. Блин, чувак, завтра будет самый лучший день в истории человечества! Опять! Что опять? Ладно. Знакомая площадь. Останови машину! Точно, точно, точно. То-то я забыл. Точняк. Быстрее, быстрее, быстрее заснуть. Заснуть, заснуть, заснуть. Заснуть, заснуть, заснуть.
Именно в этом парке города Вудсток снимали одну из ключевых сцен фильма «День сурка». Стоит сказать, Вудсток — один из самых кинематографичных городков за весь бэд-трип. Нет, здесь не проводили знаменитый фестиваль. Да что уж там, даже в том самом Вудстоке, в честь которого назвали сборище хиппи, наркоты и музыки, тоже фестиваль не проводили. Но это так, к слову. Городок в штате Иллинойс, в котором герой Билла Мюррея постоянно просыпался, не кажется настоящим. Кажется, что это декорации, и люди тут актеры. Возможно, поэтому заслуженный охотник за привидениями, а по совместительству режиссер Дня сурка Гарольд Рамис, решил снимать именно в Вудстоке. И, к слову, со времен съемок мало что изменилось. Да и парк, где проводили День сурка, хватки не теряет. Постоянный уход и постоянные мероприятия держат планку идентичности. Во время нашего приезда в данном парке проходил местный музыкальный фестиваль, и на него прибыло много разнообразного и колоритного народа. Удачно мы и на фестиваль заодно попали. Столько молодежи. Да, только где взять артефакт? О, какой милый сурок. А вот наш артефакт. Какой хороший. Данный артефакт поможет отечественным киношникам снять замечательное кино про петлю времени с добротными актерами и хорошей музыкой. А то после фильма «Зеркало для героя» 1987 года ничего хорошего по этой теме в СНГ так и не вышло. Пойдем сходим, покушаем заодно в это место, где в фильме Билл Мюррей сидел. Хорошая идея. Отлично. Знаешь, «Петля времени» мне понравилась. Не понимаю, почему многие недолюбливают этот фильм. Ну, такое. Мне из подобных фильмов больше нравится «Грань будущего», хотя в оригинальной новелле, мне кажется, концовка была все-таки почестнее. А вы в кинотеатр на последний ряд вместе ходите? Да. Какого хрена я тут делаю? Мне что, теперь нормально поспать нельзя? Меня и так каждый год вытаскивают в неглиже на потеху быдланам, а теперь еще какие-то два голубка усыновить захотели. В России гей-браки, что ли, разрешили? Что тут происходит? Мы собираем артефакты. Артефакты? Какие нахрен артефакты? Похоже на сюжет какого-то дебильного российского фильма. А ты, Васильев, его бездарный режиссер. Блин, Тип-Топ закрылись в 2012 году. Теперь тут мексиканская закусочная. И уже нельзя набить свой желудок огромным столом разнообразных вкусностей. Теперь тут только тако-тако и буррито-буррито. Тенденции и мода никого не щадит. В общем, этот день повторялся из раза в раз. Из раза в раз. Пока я не вспомнил, что в этом же штате снимали фильм «День сурка». Как можно забыть про этот фильм? В общем, это не важно. С помощью этого фильма я вышел из петли, и нам надо закончить начатое. Мы так и не забрали артефакт из дома Кевина МакКаллистера. И у меня есть план. В квартире точно есть артефакт в виде кассет, есть сбережения родителей, и нужно забрать и вернуть чемодан. Начало операции в 9 вечера, ведь дети боятся темноты. Ты же тоже боишься. Всю экипировку я раздобыл. Это наденем на голову, а этим откроем дверь. Он же один дома. Мы не учили одного. Кевин вырос. Твою мать! Главное, что мы получили артефакт из дома МакКаллистера. Неважно каким способом, ведь так? Ну что,
Настало время посмотреть то, ради чего мы столько мучились. Откуда у тебя ВХС-плеер в машине? Включай кассету. Кто там? Это я, шеф. На мобилу торзанул, принес, как и обещал. Оставь все в панике и убирайся к дьяволу. Это понятно, хорошо. И мы ловы. Какой еще лаве? Вася сказал даже, что ты дашь мне ловы. Неужели? Чек, знаешь, что я сделал? Я сосчитаю до 10, и если ты не уберешь свою мерзкую, гнусную, сыкливую задницу из моего паника, я набью твои кишки маслинами. Ладно, Хрычок, извини, я понял, я сваливаю. 1, 2, 10. Мелочь оставь себе, грязное животное. Мать! Что такое? Мы что, опять в чертовом Иллинойсе? Нет, Теннесси вообще-то. Слава богу. I got you, babe. I got you, babe.